Привет! Сегодня речь пойдет о хоткеях в Krita. В этом видео я расскажу, как назначать собственные хоткеи, как сделать хоткеи как в программах Photoshop или Sai, также как назначить хоткей на ваши любимые кисточки и расскажу про возможные подводные камни. С базовыми хоткеями, стоящими по умолчанию в программе, вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Это статья, написанная Марией Малаховой, с картинками вот этими, сделанными одним из разработчиков Крита, Дмитрием Казаковым. Я же начну. Пройдем Settings, Configure Krita. Здесь нам нужны две вкладки. Это Keyboard Shortcuts, это, собственно, горячие клавиши, и Canvas Input Settings, это тоже горячие клавиши, но связанные с всякими взаимодействиями с холстом. И также тут возможно взаимодействие при помощи клавиш мыши, стилуса и сенсорных движений. Вернемся к этому чуть позже. Хоткей. Здесь все разбито по категориям, и можно искать, ориентируясь на них, или прямо начать вводить название функции, которую вы хотите поставить хоткей, или если вы знаете хоткей и хотите его поменять, начать вводить его. Не переживайте, если вы плохо знаете английский, например, или просто не знаете, как называется та или иная функция. Многое можно узнать из интерфейса, просто наводя на иконки, если речь об инструментах. Какие-то функции слоя, которые можно поставить горячую клавишу, можно узнать, наведя на слой. Например, можно поставить горячую клавишу на включение видимости слоя, на блокировку слоя, на наследование прозрачности и блокировку альфа-канала. Об этом чуть позже. Вернемся. Давайте поставим какой-нибудь хоткей. Я сброшу настройки, чтобы работать с дефолтными настройками. Вот пипетка. По умолчанию мы можем видеть, что она вызывается на клавишу P. Мы же назначим, например, D. Итак, появился конфликт, потому что на этой клавише уже что-то назначено. В нем мы можем прочесть, что именно назначено, и решить, что для нас важнее. То, что уже привязано на клавишу, или то, что мы хотим поставить. По умолчанию многие горячие клавиши не оптимальны в Крите, и вполне можно их менять. Тут мы, например, видим не очень нужную функцию. Set foreground and background colors to black and white. Это назначить вот эти цвета черными и белым. Ну, цвет переднего плана и фона. Вот, поэтому вы можете нажать Reassign и поменять горячую клавишу. Но мне это не нужно. Закроем. Теперь о том, как сделать ваши горячие клавиши, как в Photoshop или в Sai, если вы уже привыкли, уже работали с этими программами и вам так удобно. Вот здесь находится схема горячих клавиш. И мы видим дефолтные схемы, схема Криты, Paint to Sai совместимость и Photoshop совместимость. Также тут есть совместимость с планшетом. Видимо, для каких-то владельцев планшета это будет актуально. Далее, на что следует обратить внимание. Если вы ставите совместимость, например, с Photoshop, тут программа спрашивает, я поменял какие-то клавиши и сохранить ли внесенные мной изменения перед переключением на с дефолтной на фотошопную или не сохранять. Ну, нажмем нет. Если вы сделали Photoshop, то вот здесь, в горячих клавишах, связанных с холстом, вы тоже должны выставить Photoshop, потому что возможна несовместимость, возможны конфликты, и у вас что-то не будет работать. Вот так делаем, и все хорошо будет.
Мне это не нужно, я верну обратно криту. И тут я тоже вернусь на дефолт. Итак, вы выбрали какую-то схему, сделали свои хоткеи и хотите это сохранить, чтобы поделиться или в будущем перенести на другой компьютер или еще что-то сделать. Здесь есть возможность сохранить только ваши хоткеи, Save Custom Shortcuts, или экспортировать схему, то есть и ваши хоткеи сохранить, и выбранную вами схему. Экспортировав, вы сохраните это в папочку, собственно, криты, и ваши хоткеи можно будет выбирать вот здесь. Например, вот это то, что я уже сама экспериментируя сохранила и могу выбрать. Отлично. Еще один аспект, на который следует обратить внимание в хоткеях, это раскладка. Причем речь не о буквах как таковых, а о символах. Потому что, например, у вас стоит горячая клавиша на точку. Например, в моем случае точка отвечает за то, чтобы заблокировать альфа-канал. И точку можно вызывать в зависимости от раскладки либо одной клавишей, либо другой. И поэтому я рекомендую всегда работать в одной раскладке, чтобы не было вот такого, что вы жмете на клавишу, она не срабатывает, потому что вы в другой раскладке. Вот так. Все остальные клавиши, вроде ластика на букву И или вот любой другой комбинации, будут работать. Не будут работать только какие-то символы, которые можно набрать разными путями в зависимости от раскладки. То есть это точка, это дробь и вот что-то похожее. Отлично. Перейдем в Canvas Input Settings. На что тут можно обратить внимание? Тут различные действия, связанные с зумированием, вращением, перетягиванием вашего холста, вызовом палитры. Если вас страшно раздражает палитра, которая вызывается на правую кнопку мыши, то вы можете ее убрать. Очень легко. Это вот эта вкладка Show Pop-up Widget. Выбираем Mouse Button и Right Button и убираем ее. Она мне не мешает, я ее верну. Далее. Из полезного также тут есть быстрая пипетка, которая выполняется нажатием Ctrl и левой кнопки мыши. Это находится вот здесь. Называется Sample Foreground Color from Merged Image. Это взять со всего изображения. Либо взять конкретно с выбранного слоя Sample Foreground Color from Current Layer. Это Alt-Ctrl Left Button. Очень удобная функция. Пригодится вам, если у вас какой-нибудь режим наложения и прозрачность, например. Вот у вас прозрачный слой, если вы просто на него понажимаете, то получите не тот цвет, который вам нужен, а нажав Ctrl-Alt, получите ровно то, что нужно. Вот, если вам не нравится такое сочетание клавиш, вы опять-таки можете его тут поменять. Эту вкладку довольно сложно найти, поэтому я акцентирую на этом внимание. Другие вещи тут не столь востребованы, что-то связано с сенсорными движениями. Вот так. Мы сюда еще вернемся, но чуть позже. Итак, поговорим про то, как назначить на ваши любимые кисточки хоткеи. Раньше я пользовалась довольно неудобным способом переключения кистей. Это либо переключение между двумя последними выбранными кисточками с помощью, по умолчанию, это вот эта клавиша. Либо переключение по... Вот у нас палитра, и на ней вот сколько помещается кисточек, можно переключаться по умолчанию, это клавиши B и U. И можно вот так переключаться, как мы видим. Но при этом мы ограничены именно вот этим окошком с кистями. Она переключается не по всем кисточкам, которые находятся у вас в вашей папочке с кистями, а только то, что находится здесь. Чтобы решить этот вопрос, добавить, например, куда больше кистей, чтобы больше переключений было,
мы заходим в Settings Configure Filter, Pop-up Palette, и вот здесь регулируется количество кисточек, которые можно добавить. У меня уже почти что оптимальная, поэтому окей, вернемся. Вот, а расскажу про то, как на конкретную кисточку назначить конкретную клавишу. Речь пойдет о скрипте 10 Brushes, находится в Tools, Scripts, 10 Brushes. Вот здесь у меня уже заранее все назначено, но по умолчанию там стоят неудобные клавиши. Сейчас я все сброшу, чтобы это показать. Вот, по умолчанию тут поставлены сочетание из 3 клавиш, что весьма неудобно. Как назначить тут клавишу? Довольно просто. Просто выбираем кисточку и назначаем. Окей. Как поменять хоткей? Заходим опять-таки вот сюда. Находим вкладочку 10 Brushes. И вот здесь все переназначаем. Отлично. Но какая проблема возникает далее? Мы нажимаем первую клавишу, и вместо того, чтобы вызвать кисточку, у нас происходит взаимодействие с холстом, потому что срабатывают хоткей, связанные с нашим холстом. Исправим это. Заходим в Canvas Input Settings. Первые 3 клавиши находятся в Zoom Canvas. Это вот эти клавиши. А 4, 5 и 6 находятся в Rotate Canvas. Точно так же их выбираем. Вот. И теперь у нас на наши клавиши срабатывают наши разные кисточки. Вот, насколько я помню, на 8, 9 и 0 никаких горячих клавиш по умолчанию нет, поэтому их исправлять не нужно. Как мы видим, кисточка спокойно переключается. Вот так. Из полезных хоткеев, которые я могла бы порекомендовать, это хоткеи, связанные с блокировкой альфа-канала. Сейчас я загружу свои хоткеи. То есть вы самые удобные инструменты можете привязать к горячим клавишам. Для меня это, например, лассо разных типов. Вещи, связанные с взаимодействием со слоем. По умолчанию это такие вещи, как, например, добавить слой или очистить слой. Также рекомендую блокировку альфа-канала, то есть сейчас мы будем рисовать в пределах нашего слоя и не уходить за него, потому что заблокирован альфа-канал. Также можно назначить наследование альфа-канала. Это как клипирующая маска в фотошопе. То есть вы на новом слое будете рисовать поверх основного слоя и не выходить за границы. Если это выключить, то мы видим результат. Окей. Также, если вам нужно, можно поставить блокировку слоя, видимость слоя. Можете назначать ваши любимые фильтры, которые вы постоянно пользуетесь. Из того, что может еще пригодиться, любую вещь, которую можно вызвать горячей клавишей, можно вызвать с помощью комбинации Ctrl-Enter. Это поисковая строка, и мы в нее можем вбить, например, я часто использую Blue. Вот. И вот так можно воспользоваться. Думаю, на этом все. Надеюсь, что-то из этого будет вам полезно. До новых встреч!